Привет! Перед нами новинка эхолот Garmin 9-дюймовый EchoMap UHD 2 серии SV. Знакомство с этим девайсом разобьем на три части. Ролик с диванным обзором, ролик с тестами на водоеме, где сравним его с EchoMap UHD прошлого поколения и местами с Elite FS от Lowrance. И третий ролик будет посвящен видеомануалу нового интерфейса этих устройств. А все эхолоты для обзора и тестов нам предоставлены магазином Александра Ховрина. Ссылку на магазин найдете в описании. Дядя Вова настоятельно рекомендует. Итак, начнем с теоретического диванного обзора. Посмотрим, что у нас тут. Ух ты! И, наконец-то, боги капитализма услышали мои молитвы. И первое, что бросается в глаза, это усовершенствованная крышка. Теперь она легко снимается одной рукою. Аллилуйя! Кстати, рамка, кронштейн крепления эхолота у них одинаковая и взаимозаменяемая соответственно. Традиционно головное устройство имеет быстросъемное крепление, но на этот раз его проработали и добавили механизм рычажной блокировки, что увеличивает не только надежность, но и добавило максимальное удобство. В отличие от первой версии, у которой простой пластиковый язычок. Кстати, быстросъемное крепление как старого образца, так и нового всегда есть в свободной продаже и имеет приемлемый ценник. Это очень классно, так как зачастую эхолот используется летом в лодке, а зимой переезжает на снегоход или мотособаку, как правило, для использования с лайфскопом на льду. И гемор, связанный с переподключением, практически отсутствует. Просто снял и поставил куда нужно. Йоп. Также не нужно каждый раз крутить разъемы кабелей, как это реализовано у Lowrance. Кстати, в кабеле питания теперь отсутствует сеть NMEA 0183. Наверное, давно пора было. Но вот на что следует точно обратить внимание, так это на то, что в разъеме питания теперь отсутствует два пина. Таким образом, кабель питания от первой версии подходит ко второй, а наоборот нет. Это тоже следует учитывать, если что. На задней панели быстросъемного крепления ничего не поменялось. Также разъем питания, гнездо сети NMEA 2000, разъем подключения датчика сонара и гнездо RG45 для объединения приборов в сеть Ethernet кабелем. Все разъемы снабжены органичными влагозащитными колпачками. Далее, разрешение экрана у второй версии девятки увеличилось и теперь составляет 1024 на 600 точек против 800 на 480 первой редакции. Такое же слабое разрешение у Lowrance Elite FS. То есть количество пикселей у EchoMap UHD 2 увеличилось на 60%, чем в прошлой версии, что позволит вам получить более четкую и подробную картинку наблюдения за рельефом дна, ну и прочими подробностями. При этом ценник остался приблизительно на том же уровне, то есть на сегодняшний день это самое наилучшее соотношение цены к качеству экрана, ну и к самому эхолоту в целом. Итак, запускаем. А я напоминаю, что у вас имеется возможность поддержать канал донатом по ссылке в описании. И обязательно подписываемся и ставим лайк. Итак, аппараты загрузились. И первое, что бросается в глаза, это то, что у второй версии изменился визуальный интерфейс управления. Я очень надеялся, что найду какой-нибудь переключатель на старый интерфейс, так как я ленивая скотина и мне очень не хотелось снимать отдельный видеомануал, но, видимо, это неизбежно. Итак, интерфейс непривычный, тем не менее, как показала практика, очень дружественный, понятный и к нему быстро привыкаешь. А если это ваш первый аппарат, то проблем вообще не будет, так как вам не с чем сравнивать. Но на месте производителя я все же встроил бы в софт переключение между старым и новым интерфейсом. Ну, как говорится, для бывалых пользователей.
В новом интерфейсе появилась очень полезная фича сохранения своих пресетов, чтобы однажды настроившись под определенные условия, в дальнейшем не подбирать настройки заново под конкретный водоем, под погоду, под время года, глубину и так далее. Однажды подобрали, записали и включайте, когда условия максимально совпадают. На мой взгляд, это очень удобная функция, которую игнорируют многие производители различных устройств. Также новый девайс напичкан обновленными проработанными картами. Только нам, жителям России, это до лампочки уже более 10 лет. А вот тем, кто пользуется эхолотами в других странах, это будет довольно-таки интересно. Только необходимо учитывать, что в серии SV первая цифра в модели означает диагональ устройства, а вторая — регион, для которого зашита картой. Также во второй версии установлен более мощный центральный процессор. Теперь любые загрузки, прокрутки и прочие манипуляции выполняются заметно шустрее. Но главное, данные с датчиков обрабатываются не только быстрее, но и более детально в сравнении с прошлой версией. Но подтвердить это или опровергнуть мы сможем только по результатам тестов, которые покажем в следующем видео об этом эхолоте. Несмотря на более мощный процессор, потребление питания прибора увеличилось незначительно. Средний расход с 1,5 у предыдущей версии до 1,7 ампера у второй. Максимальная с 3,2 ампер до 3,5 у UHD 2. Во второй версии увеличили скорость беспроводных соединений более чем в 2 раза. И теперь беспроводная связь может работать и на 10 МГц. Также добавлена функция беспроводной передачи данных между устройствами вместо морально устаревшего Ethernet кабеля, что очень неплохо за эти деньги. Однако беспроводная связь с Panoptix LiveScope по-прежнему отсутствует. С ним Wireless работать не будет. К сожалению, трансляция изображения экрана на смартфоны или планшеты по-прежнему не поддерживается. Но зато теперь к эхолоту можно подключить умные часы от Garmin. Представить себе не могу, нафига это нужно, но производитель заявил, а я вас информирую. И вот интересно, Garmin заявляет беспроводное подключение к троллинговому электромотору Garmin Force. Честно, я не очень представляю, что к дорогостоящему мотору кто-то купит такой бюджетный эхолот. Ну, вот как-то так. В новой модели поменяли систему GPS-позиционирования на Multi-Band GPS, многодиапазонный GPS-приемник, и обещает повышенную точность определения местоположения, особенно в местах со слабым или отраженным сигналом. По остальным характеристикам явных отличий от предыдущей модели я не наблюдаю. Также поддерживаются флешки 32 гигабайта microSD. Но напомню, желательно использовать карточки U3 не ниже 10 класса. Имеется возможность записать до 5000 точек и сохранить до 50 треков. У картплоттера отличная работа с прорисовкой карт глубин, с поддержкой BlueChart 3-го поколения, которая является на сегодняшний день самым продвинутым, в том числе в плане навигации и работы с автопилотами. Великолепный чирп, традиционный сканер, лучший на рынке протокол нижнего сканирования ClearView. Кстати, 9-дюймовый EchoMap UHD 2 серии SV поставляется уже в комплекте с 56-м датчиком. На сегодняшний день это наилучший датчик Garmin 3 в 1 для любительского сегмента. На всякий случай, перед покупкой уточните у продавца, каким датчиком комплектуется набор. 56-й датчик позволяет получить отличные результаты бокового сканирования на частотах 455, 800 и 1070 кГц. Имеется возможность подключения датчика Panoptix LiveScope. Также нужно отметить и компактность устройства. А для тех, кто впервые знакомится с продукцией от Garmin, нужно усвоить следующее. Что в отличие от маленьких компаний, например, Simrad Yachting, которой на сегодняшний день принадлежит Lowrance,
такой гигант, как Garmin, не опускается до русофобии. И вы самостоятельно можете обновлять эхолот без потери русского языка. Более того, у Гармина имеется приложение «Актив Капитан», которое не только поддерживает русский язык, но и позволяет пользователям в фоновом режиме обмениваться свежими отрисовками водоемов. То есть пользователи эхолотов Garmin состоят в сообществе квикдров и обогащают опытом друг друга. Допустим, вы впервые приехали на какой-то водоем, и у вас, естественно, нет ни малейшего представления о том, что вас ожидает. Не беда. Заходите в приложение «Актив Капитан», и если до вас тут бывали члены сообщества квикдров, то смело скачиваем самые свежие реальные карты глубин. Более подробно об этом я расскажу в ролике с видеомануалом для вот этого аппарата. Если что-то я пропустил или напутал, поправляйте меня в комментариях. А еще лучше в нашей телеграм-группе сообщества рыболовов. Ссылку на сообщество найдете ниже в описании. Ранее мы уже проводили тесты бокового сканирования эхолотов Echomap UHD и Lowrance Elite FS. Кто не видел, могут посмотреть ролик на нашем канале. Так вот, в том тесте, по нашему мнению, убедительно одержал победу Lowrance Elite FS. А вот теперь, учитывая более мощный процессор и увеличенное разрешение экрана эхолота UHD 2, я уже сомневаюсь, кто из них покажет наиболее лучший результат. Ну что ж, давайте будем ждать тестов. А теперь подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Ну что-то соберем, да, наверное? Однозначно.